Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня мы поговорим о том, как женщины могут сами себе срубить сук, на котором сидят. А точнее, как женщины, стараясь укрепить отношения с мужчиной, могут сами разрушить все до основания и стать, так сказать, вместо того, чтобы быть творцами своего счастья, стать творцами своего несчастья. О чем я говорю? Когда начинаются, вернее, когда уже отношения есть у женщины с мужчиной, когда пара решает жить вместе, у мужчины и женщины появляется очень много времени, которое они начинают проводить рядом, вместе, и, естественно, хочется поболтать. И в этот момент женщина совершает очень часто самую большую ошибку, какую только могла совершить, потому что в этот момент она может разрушить до основания то хрупкое счастье, которое начинает формироваться в их отношениях с мужчиной. Она пытается рассказать мужчине о том, как ее не надо любить или как с ней нельзя поступать, вместо того, чтобы сказать, чего она хочет, как она хочет. Она пытается отталкиваться от противоположного. Я тебе расскажу о плохом, а ты так не делай. Ты делай иначе, если хочешь, чтобы я тебя любила. Или я надеюсь, ты не будешь поступать, как поступали те мудаки, которые были у меня в прошлом. И что делает женщина? Женщина периодически, уместно или неуместно, часто или не очень, но начинает вспоминать своих бывших. И начинает так подробненько, доверительно рассказывать мужчине историю за историей, почему распались эти отношения, потом почему распались следующие отношения, еще одни отношения. А еще у меня там вот был в школе кавалер, он еще вот так вот делал, и мне это было тоже очень неприятно, но я терпела, особенно если это связано с ситуациями, где женщина с чем-то мирилась, что-то терпела, позволяла или происходило какое-то моральное или физическое насилие. Если, не дай бог, это были истории об изменах или еще какие-то вещи, которые очень травмировали саму женщину в ее прошлом. То, что задевало ее самолюбие, задевало ее, больно било по самооценке и по ее собственной женственности, ощущение себя привлекательной. Вот этих вещей вашему сегодняшнему мужчине рассказывать точно нельзя. Возникает вопрос. Недавно меня спросила об этом клиентка, собственно говоря, по следам беседы с клиенткой я и снимаю это видео. Так вот, клиентка мне сказала, ну как же, мы же открываемся друг другу, мы же знакомимся друг другу, мы же уже вместе живем, спим в одной постели, как же я могу ему об этом не рассказать? Возникает вопрос, а нужно ли мужчине все знать о вашем прошлом? Не всегда. И я бы сказала, чем меньше он знает о вашем прошлом, тем проще ему спать. Да, естественно, если скелетов в вашем шкафу немерено из прошлого, если каких-то темных историй, которые могут всплыть и разрушить ваши отношения, там тоже много, лучше бы, конечно, хотя бы в общих чертах мужчине об этом знать. Но если вы начинаете посвящать своего сегодняшнего мужчину в те детали, которые связаны с негативным обращением с вами из прошлой жизни, и рассказывать, как с вами не надо, как вы не хотите, чтобы с вами поступали, вы искушаете даже самого хорошего мужчину сделать вам больно. Хороший мужчина, конечно, не будет повторять ошибки мудаков или выходки мудаков и не будет себя вести по отношению с вами, по отношению к вам, как последняя свинья. Он, конечно, будет стараться сделать все, чтобы вам было хорошо, чтобы было замечательно, и вы себя чувствовали комфортно. Но чем больше скелетов из вашего прошлого будет всплывать, тем больше у мужчины появится подозрение. А какой я вообще в этой череде по счету? А точно ли я хочу быть в этой очереди? А хочу ли я, чтобы ее родственники, которые знают обо всех ее бывших, ее друзья, точно понимали, что я стою в этой очереди? Я вообще хочу об этом, участвовать в этом. И возникает естественное у нормального мужчины желание просто свалить из этой ситуации. И он будет отстраняться, он будет закрываться, а потом в удобный момент он, конечно, исчезнет.
Но и мало того, вы его холодность, его отстраненность от этой ситуации, вы будете воспринимать как невнимание к нам, как его нежелание участвовать в обсуждении ваших бывших, а ему просто банально неприятно. Это нормальному мужчине. Но если мужчина пристроился возле вас, если вы сделали выбор себе своего партнера не потому, что он вам ровня или потому, что вы оба очень сильно любите, а просто потому, что он удачно манипулировал вами или потому, что у вас давно не было отношений, и вы снизили немножко свою планочку и согласились на эти отношения, ну, типа переждать более хороших времен, до более хороших времен или дать человеку шанс, а вдруг он захочет расти. Если все вот по этой причине вы с ним, и вы рассказываете ему о своих бывших, вы начинаете его искушать. Вы начинаете его искушать тем, что вы даете ему слишком много информации о том, где вы уязвимы. И в какой-то момент, когда у него закончатся аргументы, он больше не сможет оправдывать, почему он бездействует, почему он не вкладывается в ваши отношения, или почему с вами что-то идет, он ведет себя не так по отношению к вам, почему он не оправдывает ваши ожидания, он не будет стремиться стать лучше. Потому что у него на руках столько козырных тузов в виде историй о ваших бывших отношениях. Он знает, где вы уязвимы, где ваша карта точно будет бита, и что вы можете выдержать, потерпеть, с чем вы готовы смириться. И тогда он совершенно спокойненько начинает этим пользоваться. Оборачивать это в свою пользу, начинает самоутверждаться за ваш счет. Но он должен же как-то подрасти. Значит, что он делает? Он вашими ошибками вас и прибивает к земле. А если он вас прибил, значит, он приподнялся, значит, с ним все хорошо, а вы, извините, он в белом пальто, а вы в дерьме. И он себя чувствует очень хорошо, вам возразить ему нечего, потому что он-то держал о своих прошлых отношениях язык на замке или говорил вам, что они все были дуры. Но даже если вы скажете, что ваши бывшие были дураки, он вам скажет, что ж ты с дураками-то жила. Понимаете, у него по-любому будет козырь против вас, а вы этого козыря не развернете таким образом. И поэтому, когда вы мужчине, особенно который вам не равен по статусу, начнете рассказывать, и даже если, особенно если эти мужчины были успешнее, чем он, более реализованные, более статусные, чем он найдет 1001 причину, чтобы вас прибить, принизить в ваших нынешних отношениях. Мотайте себе на ус, как говорят в народе, мои дорогие, потому что когда вы даете на руки козыря человеку, который использует их против вас, вы его просто искушаете, он обязательно ими воспользуется. Позаботьтесь о себе и своем счастье, держите ротик на замке, не обо всем нужно рассказывать мужчине, даже если вы его очень любите и даже если вы ему сегодня очень сильно доверяете. Меньше знать, лучше спит, как говорила моя бабушка. Делайте выводы и счастливых вам отношений. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока, мои ласточки. До встречи в следующих видео. Да, обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на кнопочку с колокольчиком, и тогда информация о новых видео будет приходить к вам на почту. Ну и пишите комментарии, задавайте вопросы под этим видео, я обязательно на них отвечу либо сразу, если это будет короткий ответ, либо, может быть, мы снимем новое видео, и вы станете соавтором в следующих видео. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». Ласточки мои, пока-пока.